Всем панкейк! Сегодня мы поговорим о цветах жизни, о детях. Они свободны от таких пороков, как злоба и ненависть, но верите вы или нет, некоторые дети совершали преступления настолько ужасные, что даже самые закоренелые и отпетые преступники удивятся, узнав об их деяниях. Когда дети нарушают закон, их судят как несовершеннолетних, но бывают случаи, когда суды решают судить их как взрослых в зависимости от характера их преступлений. Это означает, что дети могут быть осуждены и приговорены к чрезвычайно длительному тюремному заключению. Приговоры иногда бывают даже пожизненными. Мы подготовили для вас топ-15 самых опасных подростков с пожизненным или очень долгим заключением. Хотим обратить ваше внимание, что не все подростки совершали преступления по злому умыслу. Наша цель не только рассказать вам о преступлениях, но и о тех, кто просто совершил очень грубую ошибку и понес за это страшнейшее наказание в своей жизни. Номер 15. Эдди Дивайн. Эдди Дивайн, подросток из Джексона, был приговорен к колоссальным 90 годам заключения. 17-летний подросток был признан виновным по 2 пунктам обвинения: вооруженном угоне автомобиля и похищении людей. Дивайн и Реми Харви, которым было всего по 13 лет, были обвинены в проникновении в автомобиль к женщине и напали на нее с помощью ледоруба. Они похитили ее и отправились в неизвестном направлении. К счастью, женщине удалось сбежать, когда ребята остановились, чтобы заправить автомобиль. Дивайн был арестован полицией Фловуда. 20 декабря 2014 года он был приговорен к 30 годам за нападение, к 30 годам за вооруженный грабеж и к 30 годам за похищение людей. Хорошо, что женщина осталась жива, а преступники понесли справедливое наказание. Номер 14. Роксана Сикорски. Роксане Сикорски было всего 15 лет. В октябре 2014 года она проснулась посреди ночи и напала на своего брата. Ранее она также пыталась уйти от своих родителей и избивала других братьев и сестер. За все эти преступления Роксану приговорили к 20 годам тюрьмы в 2016 году, когда ей было всего 17 лет. До ее приговора мать Роксаны обратилась к суду и умоляла о помиловании для ее приемной дочери. Лорен Сикорски сказала, что она в отчаянии и Роксана нуждается в постоянной психологической помощи. Она все еще хрупкая девочка, и взрослая тюрьма разрушит ее невинный мир. Роксане было всего 4 года, когда Сикорски усыновили ее и 2 ее братьев из Польши, потому что они подвергались жестокому обращению со стороны своих родных родителей. В детстве Роксане поставили диагноз реактивное расстройство привязанности. Это психическое заболевание, при котором дети не могут формировать эмоциональную привязанность к своим родителям. Опустошенный подросток выглядел искренне сожалеющим в суде. Она извинилась перед родителями за то, что не была той дочерью, которой они хотели ее видеть. Мы заметили, что зачастую причиной преступления является психологическое отклонение. Следите за своим здоровьем, а мы двигаемся дальше. Номер 13. Джессика Карлайн. Джессика Карлайн – молодая девушка, чья неосмотрительность за рулем стала причиной смерти 2 человек. Ей было 17 лет на момент инцидента, и она признала себя виновной по 2 пунктам автомобильного убийства в суде еще в апреле 2015 года. Признательное заявление по обоим пунктам обвинения позволило защите добиваться не более 16 лет тюремного заключения. По данным следователей из полицейского управления, Джессика Карлайн вела автомобиль в восточном направлении. На перекрестке ее автомобиль вылетел за бордюр и сбил знак перед больницей, а затем влетел в само здание. Ее пассажирами были Брэндон Эйвери и Аманда Стрикленд. Обоим было по 27 лет. Умерли в результате полученных от аварии травм. В своем интервью с полицией Карлайн призналась полиции, что была под кайфом. Полиция также обнаружила, что автомобиль ехал очень быстро, около 76 миль в час. И не было никаких признаков того, что девушка пыталась затормозить. Никто в машине не был пристегнут ремнем. Мы от себя добавим, что безопасность на дороге – это дело каждого. Пожалуйста, пристегивайтесь и соблюдайте скоростной режим за рулем, а переходя дорогу, смотрите по сторонам. Номер 12. Стюарт Харлинг. Стюарту Харлингу было 18 лет, когда он устроил засаду на 33-летнюю Шерил Мосс. Бухгалтер-стажер напал на медсестру, пока она курила на задней парковке больницы Святого Георгия. Полицейские отчеты показали, что Стюарт одержимый преступниками подросток, и они уверены, что он сделал бы это снова, если бы его не поймали. В марте 2012 года Харлинг был приговорен к пожизненному заключению. Муж жертвы в интервью полицейским сказал: «Мы все рады, что этого злого человека поймали быстро, чтобы
больше никому не пришлось терять жизнь. Полицейские установили, что Харлинг часами изучал сериал про преступников. Он фантазировал о насильственных преступлениях и написал блог о лишении жизни черной женщины. К сожалению, миссис Шерил Мосс стала его реальной жертвой, когда пришло время воплотить его больную фантазию в жизнь. Очень жаль, что этому парню никто не успел помочь и решить его психическую проблему. Номер 11. Дилан Шумейкер. Дилану Шумейкеру предъявлено обвинение в убийстве второй степени и нападении первой степени в связи со смертью годовалого Остина Смита. Шумейкер, которому 16 лет, наблюдал за детьми своей подруги. Неизвестно по какой причине, но он ударил Смита. Было установлено, что ребенок скончался от травмы, нанесенной тупым предметом. 16-летний Дилан признался в убийстве в марте 2013 года. Во время судебного разбирательства в суде Шумейкер заплакал и извинился перед матерью жертвы. Он сказал, что не хотел навредить Остину, но мать мальчика Эшли Смит отказалась принять его извинения. Он получил наказание в размере 25 лет лишения свободы. Дилан в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении Клинтона. Условно-досрочное освобождение запланировано на 2031 год. Ему сократили срок в феврале 2016 года апелляционным судом. Еще один пример того, как можно испортить себе жизнь одним несчастным случаем. Номер 10. Грегори Брукс и Рио Джон Томпсон. Пожилая пара из северо-западной Индианы подверглись нападению, и их тела были брошены в лесу в 2009 году. Чудовищное преступление совершили Грегори Брукс-младший вместе с Рио Джоном Томпсоном. Тела Руби и Милтон Маклендон были обнаружены в октябре 2009 года примерно в 2 милях от их дома в лесном заповеднике, в котором их ограбили. Их дом был ограблен. 19-летний Грегори Брукс-младший был приговорен к 120 годам тюрьмы. Отец подсудимого Грегори Брукс-старший сказал, что он пытался уберечь сына от уличных банд, но потерпел неудачу. Другим подозреваемым был Рио Джон Томпсон, которому было всего 17 лет. Прокуратура утверждает, что Брукс и Томпсон напали на Маклендонов и украли $50 наличными, винтовку, украшения и другие предметы, после чего заперли пару в шкафу. Позже они затолкали их в багажник и отвезли в лес, где лишили их жизни. Нам кажется ужасным тот факт, что причиной убийства стала жажда наживы. Номер 9. Джон Сильва. Парень получает пожизненное наказание без права досрочного освобождения за то, что задушил товарища по играм. 15-летнего Джона Сильву, который никак не отреагировал на приговор, судили как взрослого и признали виновным в убийстве первой степени. Тело его жертвы, 12-летнего Джерри Ли Элли-младшего, было найдено связанным на дне резервуара для мусора. Записка, найденная рядом с телом, включала строки: раздеться до нижнего белья, связать руки, заткнуть рот и закрыть глаза. Следователи сказали, что это было написано Сильвой, который был соседом и одноклассником Джерри. 16 марта 2001 года состоялось судебное заседание. 15-летний Джон Сильва спокойно сидел в наручниках, когда судья округа Патнем выносил приговор. Вынесение приговора прошло быстро, менее часа, с краткими заявлениями семьи и друзей Джерри, в которых они просили судью подать пример другим детям и отправить Сильву в тюрьму на пожизненное заключение. Сильва был недостаточно взрослым, чтобы его рассматривали для смертной казни. Эту историю мы тоже оставим без комментариев. Номер 8. Хизер Оппель. 14-летняя девочка была приговорена к 22 годам тюремного заключения без права досрочного освобождения. Ее мать Барбара Оппель жила с 64-летним Джерри Дуэйном Хейманом и его 89-летней матерью, о которой она заботилась. Чтобы украсть $40 000, она заплатила 5 подросткам, включая свою собственную 13-летнюю дочь, за убийство Хеймана. Джерри Хейман умер в недоумении. На него напала группа подростков, устроивших ему засаду, когда он входил в свой дом в Эверетте, штат Вашингтон, вечером 13 апреля 2001 года. Один юноша ударил его алюминиевой битой по голове, и мужчина рухнул на пол, в то время как первый подросток наносил сокрушительные удары большой битой. Двое других подростков замахивались на Хеймана миниатюрными битами-сувенирами от Seattle Mariners. Нападение превратилось в звериное безумие, когда к нему присоединились 2 девочки-подростка с 7-дюймовым кухонным ножом. Они по очереди наносили удары ножом, пока Хейман не умер. Затем подростки вымыли пол, погрузили тело в машину и выбросили останки у дороги на окраине Эверетта. Жуткая история с большим количеством фигурантов. Нам даже не верится, что такое могло произойти на самом деле. Номер 7. Курвуазье Симс.
Курвуазье Симсу было всего 15 лет, когда он напал и лишил жизни 2 других подростков в 2015 году. Симс был приговорен к тюремному сроку от 70 до 120 лет лишения свободы. Он признал себя виновным в смерти Джеймса Стар и Брэндона Фелпса. Симс пошел купить огнестрельное оружие в декабре 2015 года. Когда он вышел из магазина, он подумал, что его хотят ограбить, вытащил оружие и напал на обоих подростков. В лучшем случае Курвуазье придется отсидеть 35 лет, прежде чем он будет иметь право на условно-досрочное освобождение. Его адвокат утверждал, что мальчик запаниковал, когда понял, что у одного из подростков был пистолет. Симс сказал судье, что сожалеет обо всем, что было. Джеймс Мартин Дэвис, адвокат Симса, просил минимальное наказание 20 лет. Он сказал, что у его подзащитного не было намерения сделать это. У него были небольшие проблемы с 12 и 13 лет из-за того, что он рос без отца. Как и многих детей, его образцом для подражания были люди на улицах. Номер 6. Бренда Спенсер. 16-летняя девушка Бренда Спенсер, которая жила в доме через дорогу от школы, была осуждена за стрельбу. 29 января 1979 года 16-летняя Бренда Спенсер убила 2 человек и ранила 9, когда обстреляла начальную школу Гровер Кливленд в Сан-Диего из окна своего дома через дорогу. 2 жертвами были директор школы Бертон Рак и смотритель Майк Сушар. 8 студентов и полицейский были ранены. Спенсер признала себя виновной в убийстве 1-й степени и нападении с применением смертоносного оружия и была приговорена к пожизненному заключению. Когда ее спросили, почему она это сделала, она сказала часто цитируемую фразу «Я просто не люблю понедельники». В то время она также сказала участникам переговоров: «Было очень весело видеть, как расстреливают детей. Сложно как-то комментировать такой поступок. Главное, что виновная понесла наказание». Номер 5. Лайонел Тейт. Лайонел Александр Тейт – самый молодой известный американский гражданин, когда-либо приговоренный к жизни в тюрьме без возможности условно-досрочного освобождения. Он был осужден за жестокое убийство 6-летней Тиффани. В январе 2001 года в округе Броуард, Флорида, Тейт тогда было всего 14 лет. Он остался наедине с Тиффани, которая была у него в гостях, так как его мать Кэтлин присматривала за ней. Дети слишком громко играли и мешали Кэтлин готовить еду, тогда она отправила их в другую комнату. Спустя примерно 45 минут Тейт подошел к своей матери и сообщил ей, что Тиффани не дышит. Он рассказал ей, что пока они боролись, он схватил ее за голову, и она ударилась о стол. После таких историй хочется, чтобы свои дети всегда были на виду. Тейт был осужден за удар Тиффани с такой силы, что ее печень надорвалась. У нее также были серьезные синяки на ногах, стопах и шее. Характер гематом на теле схож с повреждениями, полученными при столкновении с машиной или падением с 3-го этажа. Судья приговорил Тейт к пожизненному заключению в тюрьме. Основным доводом обвинения был характер действий Лайонела Тейта. Это не была игривая забава ребенка. Действия Лайонела Тейта были холодными, черствыми и неописуемо жестокими. Тем не менее, его наказание вызвало критику обращения с несовершеннолетними правонарушителями в системе правосудия штата Флорида. В 2004 году приговор Тейта был отменен Государственным апелляционным судом на основании того, что его умственная компетентность не была оценена перед судом. Номер 4. Джордж Стинни. Джордж Стинни-младший был осужден за убийство 2 молодых девушек. В марте 1944 года в возрасте 14 лет напал и забрал жизни Бетти Джун, которой было всего 11 лет, и Эмми Темс, которой было 7. В своем родном городе Алакул, Южная Каролина, Джордж был приговорен к смертной казни и казнен на электрическом стуле в июне 1944 года. Он стал самым молодым американцем, приговоренным к смертной казни и казненным в 20 веке. Судебное разбирательство против Джорджа состоялось 24 апреля 1944 года. Он предстал перед присяжными, которым потребовалось всего 10 минут на раздумье, после чего они заявили, что мальчик виновен. Судья приговорил его к смерти от удара током. Семья Стинни обратилась к губернатору Оллен Джонсон о помиловании, учитывая его возраст, но губернатор лишь направил дело на повторное рассмотрение, которое ни к чему не привело. Лишь после его смерти суд Южной Каролины постановил, что он не получил справедливого судебного разбирательства и, следовательно, был неправомерно казнен, но было уже слишком поздно. Номер 3. Джошуа Филлипс. Джошуа Эрлу Патрику Филлипсу было всего 14 лет, когда он забрал жизнь 8-летней соседки Мэдди Клифтон. В ноябре 1998 года
14-летний Джошуа напал и лишил жизни свою соседку и друга. В следующем году он был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме без возможности условно-досрочного освобождения. В объяснении Филлипс написал, что он напал на Клифтон, чтобы уберечь ее от слез после того, как он случайно ударил ее бейсбольным мячом, когда они играли. Джошуа очень сильно боялся наказания от своего жестокого отца. По словам Филлипса, он был дома один, когда Мэдди, которая жила через дорогу от него, пришла к нему и попросила его выйти на улицу поиграть. Он согласился, хотя его отец не разрешал иметь друзей. Его родителей не было дома, и он пошел гулять с Мэдди. Во время игры он случайно попал ей в глаз мячом. Она начала плакать и кричать, и Филлипс в панике испугался, что его отец вот-вот будет дома. Он затащил девочку внутрь дома и ударил ее бейсбольной битой по голове. Джошуа решил спрятать тело девочки под своей постелью. Страшно представить, что испытывал мальчик в этот момент. Он был арестован, когда его мать обнаружила тело Мэдди. Филлипса судили как взрослого, и суд был перенесен из округа Дюваль в округ Полк из-за опасений по поводу огласки у населения. Адвокат Филлипса никому не звонил. Свидетель защиты даже отговорил его родителей от дачи показаний. Филлипс также не говорил о суде. Присяжным потребовалось всего 2 часа, чтобы осудить Филлипса, который впоследствии был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме без возможности условно-досрочного освобождения. Он не имел права быть осужденным на смерть, поскольку был моложе 16 лет. Мы не знаем, как родители могут перенести последствия такой ужасной ситуации. Номер 2. Антонио Барбо. Антонио Барбо было всего 14 лет, когда он напал на свою бабушку и с помощью друга лишил ее жизни. Он использовал топорик, чтобы напасть на 78-летнюю женщину. Барбо и его друг Натан Паппи также были признаны судом виновными. Произошло это ужасающим образом. Ничего не подозревающая старушка пригласила своего внука и его друга к себе домой, но когда она повернулась спиной, чтобы позвонить маме Антонио, он ударил ее по голове, используя топор. После этого он побежал в ванную, где его стошнило. И когда он пришел обратно, то увидел, как его друг Паппи бьет молотком по голове лежащую на полу бабушку. Ух, дрожь по коже от такого. Барбо был приговорен провести по крайней мере 36 лет в тюрьме еще в 2013 году. Он будет иметь право на условно-досрочное освобождение, когда он отсидит основной срок. Стоит отметить, что Антонио пытался прочитать заявление с извинениями в суде, но он не смог сдержать слез и начал рыдать. Он передал это письмо своему адвокату, которому также пришлось сдерживать слезы. Когда он закончил читать заявление, судья сказал, что этот приговор был минимальным за это преступление. В защиту мальчика стоит отметить, что Барбо получил черепно-мозговую травму в 2009 году, которая спровоцировала когнитивное расстройство. Оно и сыграло роль в его решении совершить преступление, однако психической проблемы не было достаточно, чтобы игнорировать ужасную природу преступления. Возможно, у вас вопрос, а что с его другом? Так вот, друг Антонио Паппи утверждал, что нападение было идеей Антонио. Когда оба мальчика поняли, что бабушка мертва, они запаниковали и попытались затащить ее в машину, оставляя за собой кровавый след, но они не смогли загрузить ее в автомобиль и бросили тело в гараже. Затем они украли несколько предметов, включая сумочку с деньгами и украшения. Читайте «Преступление и наказание», друзья. Достоевский пытался помочь людям избегать подобных трагедий. Номер 1. Николас Круз. Николас Круз – подросток, который пронес огнестрельное оружие в Парклендскую школу и унес жизни 17 человек. Круза официально приговорили к пожизненному заключению в тюрьме без возможности условно-досрочного освобождения. 14 февраля 2018 года, примерно в 14:21, ближе к окончанию учебного дня в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас, сотрудники и ученики школы услышали звуки пожарной тревоги. Они должны были покинуть классы. Когда все начали выходить, Круз начал расстреливать всех тех, кто выходил из кабинетов. Сенатор Билл Нельсон сказал, что подозреваемый носил противогаз во время атаки и имел с собой дымовые шашки. Около 14:27 Круз выкинул свою винтовку на 3-м этаже школы и сбежал с места преступления, смешавшись с учениками, бежавшими из школы. Но около 15:40 по местному времени был задержан в Коралл-Спрингс. Ужасная трагедия, которая затронула сотни людей. На этом наш дайджест в мир криминала подошел к концу. Напишите в комментариях, история какого подростка шокировала вас больше всего, а также не забывайте подписываться на этот канал и ставить лайки. Всем спасибо за просмотр, вам мы желаем панкейкного настроения и до новых встреч!